Всем доброе утро! У нас сегодня день в море, а мы с катанием сразу идем на Афины. Немного штормит, и меня уже начало укачивать. Если честно, мне прям нехорошо. Сходили на ресепшн, взяли таблетки от укачивания. На ресепшн нужно сказать Сикси Пилс, и они вам выдадут таблетки. Таблетки нужно класть под язык и рассосать. Помогают, кстати, очень хорошо. Я уже одну закинула. Выдают по несколько штук, и если приступ повторяется, нужно опять рассосать таблетку. Не знаю еще, чем мы будем сегодня заниматься. Кто-то гуляет, кто-то загорает, но мне лично прохладно загорать, ветер свежий. Но, если честно, загорающих много. Мы вышли сейчас на прогулочную палубу на 3-м этаже, она, кстати, очень длинная. И как раз над нами находятся спасательные шлюпки. Кстати, в прошлом видео мы обещали разобраться, как пополнить карту лайнера для расходов. Дальше расскажем, где это находится. А также информацию, которую будем узнавать в процессе поездки, буду добавлять в видео. И, конечно, постараюсь потом собрать ее в отдельное видео, где расскажу про все нюансы по костефасцинозе. Наверху тоже есть несколько больших прогулочных палуб, там даже можно бегать. И, кстати, ошибочное мнение, что день в море – это только сидишь и кушаешь. Ничего подобного. Мы умудрялись находить по 6-7 тысяч шагов. Дошли мы сегодня до ужина. Целый день было очень плохо. Пока таблетки там подействовали. Сначала я вообще их неправильно принимала, мы не обедали. Так, это получается карпаччо из кальмара и тут с разными морепродуктами. Если честно, на ужин мы сходили в ресторан буквально 2-3 раза и все. И потом только пользовались буфетом, потому что невозможно, очень шумно, ограниченное, как бы надо успеть к определенному времени, что не всегда получалось. Вот, и достаточно долго ждать. Допустим, не всегда успевали в театр мы, если на ужин ходили. Поэтому мы отказались от ресторана и бегали уже в буфет в то время, когда нам удобно. Сегодня получается 3-й день у нас в круизе, будет 3-я ночь. И мы ни разу еще не ходили в театр на костефасциноза на нашей. Анонс был, но то, что было, нам не понравилось. Вот сегодня 1-й день, и то я своего уговорила сходить. Не больно-то он и хотел. Что-то, конечно, по поводу театра неинтересные у них постановки. Или, допустим, только на итальянском языке. До этого тоже еще что-то было. Какие-то разговорные жанры, которые, там однозначно мы ничего не поймем. Вот, поэтому мы их как-то немножечко отодвинули. Но сегодня что-то какое-то музыкальное будет. Вот сегодня пришли, посмотрим. Беру свои слова обратно. Сегодняшняя постановочка очень понравилась. И ярко, и эффектно, красочно. И танцевали хорошо, и пели. Прям костюмы шикарные. Сегодня понравилось все. Леонардо Ди Дженио! Вчера говорила, что мы посмотрим, найдем на 4-м этаже аппараты, типа а-ля терминалы для пополнения там депозита, чтобы карточку не привязывать. Мы нашли их, но они в заколдованном месте. Нужно через 5-й этаж дойти до бара, получается, Черри, да, он называется, Блю Черри, что ли? Блю Черри. Вот, и на лифте, или на лифте там, или по лестнице оттуда спуститься на 4-й этаж. Вот, он прям находится, он находится рядом со входом дискотека, привет, рядом с дискотекой Вавилон. Это кэш-ин аппарата. Так, это кэш-ин аппарата. Так, вот так они выглядят. Так, и тут же... Так, сейчас наведу его. Ага. Тут еще вот такой. Кредит карты регистрируешь. Так как у нас дебет карта, мы здесь ее не можем регистрировать. Ага, у кого есть кредитные карты, можно прописывать здесь, но у нас дебетная. Мы не сможем этого сделать. Все это рядом. Ну, место, конечно, они взяли. Что там? Русский у меня есть.
А, русское меню есть. Ой, все тоже исчезло. Она тебя видит. А, да? Нет, не видит. Вот, русский язык есть. Их несколько штук таких стоит. Очередей нету. Да, много достаточно. Очереди здесь не будет, как на ресепшн при расчете. Из всех посещенных баров нам больше понравился Чейри. Находится на 5-й палубе в конце за казино. Живая музыка играет. Более-менее Гранд бар, который топ-капы. Там в основном такое все ретро. Очень взрослые европейские пенсионеры. Танцуют танцы, танго. Это, конечно, да, разок второй посмотреть можно. Но потом уже это все надоедает. Здесь они тоже, кстати, приходят, потом танцуют. Как раз под эту группу. Но под эту группу можно по-любому танцевать. Не знаю, более-менее то, что нам зашло, вот мы приходим посмотреть. Ну, каждый день один и тот же репертуар у них. Каждый день одно и то же. Что Гранд бар топ-капы, что здесь выступают, в принципе, все одни и те же. А еще бывает, курсируют между барами. Свое отыграли здесь, потом пошли в другое место, то есть вот так. А это вечеринка французской музыки. Огромное спасибо всем, кто посмотрел. Специально хотела показать, как проходит день в море. Ну, что я могу вам сказать? За время круиза специально понаблюдала, отследила такую закономерность, что, допустим, когда завтра мы проводим день в море, мероприятия все заканчиваются достаточно рано. Нет, чтобы наоборот, завтра день в море, можно поспать хорошо, выходить никуда не надо, и можно какие-то ночные мероприятия посетить. Получается, нет, в эти дни у них перед днем в море как-то не очень интересно, я бы так сказала, какие-то эти мероприятия. А в тот день, когда тебе надо в город выходить, ты там набегаешься, налазишься, и завтра с утра очередной город, и тебе рано вставать, чтобы все успеть. Вот. У них обязательно всякие ночные дискотеки. В принципе, хотели куда-то сходить, но вот из-за того, что рано вставали, получается, не получалось у нас посетить. Так что вот такая вот есть закономерность. Ну, на сегодня все. Всем удачи и пока.